тени мавзолея на вершине Тбилисской горы Мтацминда есть могила, возле которой большинство туристов проходит, даже не подозревая, насколько она связана с историей Советского Союза. Всего в нескольких десятках метров отсюда покоится писатель Александр Грибоедов, а рядом Екатерина Геладзе, мать Иосифа Сталина. Казалось бы, обычная семейная история, но есть одна деталь, которая меняет все. 1937 год. Самый разгар большого террора. По всей стране идут аресты, люди исчезают тысячами, а атмосфера подозрительности настолько плотная, что, кажется, ее можно резать ножом. Именно тогда умирает мать самого могущественного человека Советского Союза. И знаете, что самое странное? Сталин не приезжает на ее похороны. Не потому, что не мог физически, не потому, что не любил мать, а потому, что боялся покинуть Москву. Представьте себе масштаб происходящего. Человек, которого боялась огромная страна, сам опасался оставить Кремль даже на несколько дней. Слишком много вокруг было тех, кто только и ждал ошибки. Все похороны организует другой человек. Он несет гроб, он произносит траурную речь, он делает так, чтобы смерть матери Сталина не стала главной новостью страны. Именно этот человек спустя несколько лет станет самым влиятельным человеком СССР после самого Сталина. Его звали Лаврентий Берия. И вот здесь начинается самое интересное. Стоит только произнести фамилию Берия, как у большинства людей в голове мгновенно включается одна и та же картинка. Черный автомобиль, НКВД, аресты ночью, ГУЛАГ, расстрелы. Почти кинематографический образ абсолютного злодея. Но история редко бывает такой простой. Парадокс в том, что этот же человек позже остановит массовые репрессии, выпустит из лагерей сотни тысяч человек, проведет крупнейшую амнистию в истории СССР и станет одним из главных организаторов советского атомного проекта. Как такое вообще возможно? Получается странная картина. Для одних Берия — настоящий демон, человек, имя которого стало синонимом страха. Для других — один из самых талантливых государственных управленцев XX века, который понимал экономику лучше многих своих современников. А теперь главный вопрос — кому верить? Советской пропаганде, современным историкам или архивам, которые начали открываться лишь спустя десятилетия? Сегодня мы попробуем разобраться без привычных ярлыков. Не будем заранее делать из Берии ни чудовища, ни спасителя. Потому что обе крайности слишком удобны, а настоящая история почти всегда оказывается намного сложнее. Мы проследим его путь с самого начала. Как бедный парень из маленького грузинского села превратился в человека, который управлял крупнейшей спецслужбой мира? Почему именно ему Сталин доверял самые опасные задачи? Как получилось, что человек, который строил систему репрессий, позже первым понял, если ничего не менять, сама система похоронит Советский Союз? И, наконец, почему после смерти Сталина Берия продержался у власти всего 100 дней? 100 дней. По историческим меркам один миг, но именно за эти 100 дней он успел предложить реформ больше, чем некоторые советские руководители за целое десятилетие. И именно эти реформы, возможно, стали для него смертным приговором. Так кем же все-таки был Лаврентий Берия? Кровавым палачом, гениальным управленцем или человеком, который слишком поздно понял, что машина, которую он помогал строить всю жизнь, однажды обязательно перемелет и его самого? Ответ, как это часто бывает в истории, окажется гораздо неожиданнее, чем кажется в начале. Для этого нам придется вернуться более чем на 30 лет назад. Туда, где никакого всесильного наркома еще не существовало. В Баку, 1919 год. Именно там начинается история человека, имя которого спустя десятилетия будет знать весь мир. Итак, Баку, 1919 год. Представьте себе город, который напоминает огромный котел, стоящий на максимальном огне. Власть здесь меняется быстрее, чем люди успевают перевесить портреты в кабинетах. Сегодня у руля одни, завтра другие, послезавтра уже третьи. Кажется, единственное стабильное явление в этом городе – это нестабильность. Именно сюда судьба приводит 20-летнего Лаврентия Берию. Тогда никто не мог даже представить, что через 30 лет этот худощавый парень будет решать судьбы миллионов людей. Пока что он всего лишь студент Бакинского технического училища. Казалось бы, впереди спокойная жизнь инженера, чертежи, расчеты, строительство заводов. Но жизнь неожиданно предлагает совсем другую вакансию, причем без права отказаться.
И здесь Берия делает выбор, который определит всю его дальнейшую судьбу. Он идет не в инженеры, он идет в органы безопасности. Почему? Потому что очень рано понял одну простую вещь. Когда вокруг хаос, настоящую власть получает не тот, у кого больше денег, и даже не тот, у кого больше оружия. Главную силу получает тот, кто знает больше остальных. Информация всегда была самой дорогой валютой. 100 лет назад, сегодня и, скорее всего, через 100 лет тоже ничего не изменится. Лаврентий родился в 1899 году в небольшом селе Мерхиуле. Семья была небогатой. Отец крестьянин, мать делала все, чтобы сын получил образование. Для семьи это была настоящая инвестиция. Если сейчас родители мечтают увидеть ребенка программистом или айтишником, то тогда пределом мечтаний считался инженер. Это была элита технической интеллигенции. Но жизнь снова решила переписать сценарий. В 16 лет Берия уезжает учиться в Баку. И вот здесь начинается то, что позже станет его главным талантом. Он невероятно быстро учится приспосабливаться. Одни называют это гибкостью, другие – беспринципностью. Истина, скорее всего, находится где-то посередине. Пока одни спорят, кто прав в гражданской войне, Берия внимательно наблюдает. Пока одни размахивают лозунгами, он изучает людей. Пока другие пытаются угадать, кто победит, он уже строит отношения сразу с несколькими сторонами. Согласитесь, звучит не слишком романтично, зато очень эффективно. Баку тех лет – настоящий политический калейдоскоп. Меньшевики, большевики, азербайджанское правительство, турецкие войска, британские интервенты. Кажется, если моргнуть слишком долго, можно проснуться уже в другой стране. Именно здесь Берия становится настоящим мастером двойной игры. Днем работает в государственных учреждениях, ночью передает информацию большевикам. Позже он внедряется даже в азербайджанскую контрразведку, одновременно работая на советское подполье. Представьте себе человека, который одновременно играет за две футбольные команды в одном матче, и обе уверены, что он их лучший игрок. Вот примерно так выглядела карьера молодого Берии. Риск колоссальный. Если бы его разоблачили хотя бы однажды, история Лаврентия Берии закончилась бы задолго до знакомства со Сталиным. Но этого не произошло. Наоборот. Чем опаснее становилась ситуация, тем увереннее он себя чувствовал. Некоторые люди теряются в кризис, некоторые пережидают. А есть те, кто именно в кризис начинают расти быстрее всех. Берия явно относился к третьей категории. Именно тогда его замечает человек, имя которого позже будет известно каждому советскому школьнику – Анастас Микоян. Это знакомство оказалось судьбоносным. Микоян увидел перед собой не просто исполнительного сотрудника, он увидел человека, который всегда приносил результат, причем зачастую раньше, чем ему успевали поставить задачу. Таких людей начальство любит во все времена, иногда даже слишком сильно. Вскоре Берия создает собственную агентурную сеть, причем делает это настолько профессионально, что начинает знать буквально все. Где спрятаны деньги, кто готов перейти на другую сторону, кто с кем конфликтует, кто продается, а кто будет стоять до конца. Фактически он собирает огромную карту человеческих слабостей. Именно эта способность позже станет его главным оружием. Не пистолет, не армия, не тюрьмы, а информация. Потому что компромат иногда оказывается страшнее пулемета. Но здесь возникает вопрос. Можно ли построить такую карьеру, никого не предав? История Берии отвечает коротко. Нет. В 1922 году его уже обвиняют в чрезмерной жестокости во время допросов. Переводят в Тбилиси. Казалось бы, понижение. Но иногда судьба специально закрывает одну дверь, чтобы человек случайно оказался возле другой, гораздо более важной. Именно в Тбилиси Берия знакомится с человеком, который станет его главным трамплином наверх. Нестором Лакобой, главой Абхазии, личным другом Сталина. Именно отсюда начинается настоящее восхождение будущего хозяина Лубянки. Правда, способ, которым он будет подниматься по карьерной лестнице, многих заставит содрогнуться. Потому что у Берии существовало одно правило. Если человек помогал ему подняться, отлично. Но если этот же человек однажды начинал мешать, он очень быстро переставал существовать как политическая фигура, а иногда и как человек вообще. Именно история Нестора Лакобы станет первым громким сигналом того,
каким руководителем на самом деле становится Лаврентий Берия. И поверьте, дальше события будут развиваться гораздо быстрее. Нестор Лакоба оказался именно тем человеком, которого сегодня назвали бы идеальным наставником. Глава Абхазии, один из самых влиятельных руководителей Кавказа и, что еще важнее, человек, которому по-настоящему доверял сам Сталин. А доверие Сталина – это вообще отдельная валюта. Получить ее было трудно, сохранить почти невозможно. Берия это понимал прекрасно, поэтому он не лез напролом. Он действовал гораздо тоньше, не спорил, не пытался показать, какой он умный. Наоборот, он умел быть полезным. Кому-то помогал решить сложный вопрос, кому-то доставал дефицитные вещи. Чьим-то детям находил лучших преподавателей, дарил дорогие пистолеты, организовывал охоту. Казалось бы, мелочи. Но именно из таких мелочей тогда строилась большая политика. Запомните одну особенность Берии. Он почти никогда не ломал двери. Он находил человека, который сам их открывал. Именно поэтому его карьера росла так стремительно. Но была и обратная сторона. Пока человек был нужен, Берия был самым преданным союзником. Как только переставал быть нужен, он превращался в проблему. А проблемы Берия привык решать окончательно. Именно так произошло с Лакобой. Когда-то именно он помог молодому чекисту попасть в ближайший круг людей, связанных со Сталиным. Но прошло несколько лет, политическая ситуация изменилась, и однажды Лакоба неожиданно оказался лишним. Дальше начинается история, вокруг которой до сих пор спорят историки. По одной из наиболее распространенных версий, Берия приглашает своего покровителя на ужин. Обычный вечер, разговоры, тосты, грузинское гостеприимство. Ничего необычного. После ужина Лакобе становится плохо. Домой он возвращается практически без сил. Через короткое время умирает. Официальная причина – сердечный приступ. Неофициальная – отравление. Стоп. Мы специально не будем сейчас ставить точку, потому что документального доказательства этой версии нет. Но есть одна деталь. После смерти Лакобы именно Берия оказывается главным победителем всей этой истории. А в большой политике подобные совпадения всегда вызывают вопросы. Их было слишком много и слишком часто. Можно сказать, что именно тогда Берия окончательно понял главное правило советской власти. Карьерная лестница здесь напоминает эскалатор, она движется только вверх. Но если ты остановился, тебя начинают сталкивать вниз. Поэтому останавливаться нельзя. Вообще. К концу 20-х годов Берия уже далеко не рядовой сотрудник органов. Он становится человеком, который одинаково хорошо понимает и работу спецслужб, и экономику. И вот это сочетание оказывается почти уникальным. Большинство руководителей того времени были либо партийными идеологами, либо силовиками. Берия же неожиданно совмещал оба качества. Он прекрасно понимал одну простую вещь. Страх способен заставить человека работать, но ненадолго. А вот грамотно организованная экономика приносит результат годами. Именно поэтому, оказавшись во главе Закавказья, он начинает не только проводить чистки, он начинает строить. Заводы, дороги, электростанции, санатории, развивать чайные плантации, винодельческие хозяйства, создавать курорты. Получается странная картина. Днем открываются новые предприятия, ночью проходят аресты. Как будто две совершенно разные страны существовали одновременно. И самое удивительное, обеими руководил один человек. Можно ли назвать его только палачом? Не получается. Можно назвать только эффективным хозяйственником? Тоже нет. В этом и заключается главный парадокс Берии. Он словно собирал государство одной рукой и разрушал человеческие судьбы другой. Причем сам, похоже, никакого противоречия в этом не видел. Для него государство было огромным механизмом. Если какая-то шестеренка начинала скрипеть, ее меняли. Не ремонтировали, не уговаривали, именно меняли. Неважно, был это директор завода или человек. Такой подход ужасает. Но именно он и сделал Берию одним из самых эффективных управленцев своего времени. Именно тогда на него окончательно обращает внимание Сталин. И вот здесь важно понимать одну вещь. Сталин никогда не любил ярких людей. Он опасался тех, кто слишком много говорит, слишком красиво выступает, слишком активно собирает вокруг себя поклонников. Такие люди рано или поздно начинают претендовать на самостоятельную игру. А вот Берия был совсем другим. Он не любил трибуну, не искал народной любви,
не пытался выглядеть героем. Он приносил результат. И именно такие люди больше всего нравились Сталину. Есть известная фраза «кадры решают все». Но мало кто задумывается, что Сталин ценил еще сильнее. Не кадры, а людей, которые умели подбирать кадры. Именно таким человеком постепенно становился Берия. Он собирал вокруг себя не друзей, не единомышленников, а профессионалов. Причем исключительно лично преданных ему. Позже этот круг назовут «Бериевской пятеркой». Сергей Гаглидзе, Всеволод Меркулов, Владимир Деканозов, Богдан Кабулов, Лев Владимирский. На первый взгляд просто фамилии, но именно эти люди спустя несколько лет займут ключевые посты в Москве. И именно через них Берия будет управлять огромной частью советской государственной машины. Фактически еще в Тбилиси он начинает собирать собственную команду. Как хороший футбольный тренер, который заранее покупает игроков, понимая, что однажды ему предстоит финал чемпионата. И этот финал уже приближался. Потому что в Москве происходило нечто куда более страшное. Страна входила в период, который позже назовут «большим террором». Миллионы людей еще не знали, что совсем скоро маховик репрессий раскрутится до такой скорости, что остановить его будет почти невозможно. И именно в этот момент Сталин неожиданно вспомнит о человеке из Тбилиси. О человеке, который умел делать то, что не удавалось другим. Наводить порядок. Любой ценой. И этот телефонный звонок навсегда изменит историю Советского Союза. 1938 год. Советский Союз напоминает двигатель, который несколько месяцев работал на предельных оборотах. Он еще не развалился, но уже дымится. Большой террор выходит из-под контроля. Доносы льются рекой. Следователи не успевают оформлять дела. Тюрьмы переполнены. Лагеря забиты. Поезда с заключенными растягиваются на тысячи километров. Система начинает пожирать уже саму себя. Даже Сталин понимает, если ничего не менять, завтра репрессии начнут уничтожать уже тех, кто ими управляет. И тогда в Кремле принимают решение. На сцену выходит новый человек, Лаврентий Берия. Его срочно вызывают в Москву. Причем настолько срочно, что по воспоминаниям современников он буквально бросает все. Семья остается на Кавказе, личных вещей почти нет. Словно командировка на пару дней, только эта командировка продлится до конца его жизни. Теперь представьте ситуацию. Вы приходите руководить огромной организацией. Все отделы воюют между собой, документы никто не читает, исполнители боятся начальников, начальники боятся еще более высоких начальников, а сверху требуют результат еще вчера. Вот примерно в таком состоянии Берия получает НКВД. И тут происходит то, чего многие не ожидают услышать. Первое, что делает Берия, останавливает большой террор. Да, звучит почти как исторический парадокс. Человек, которого позже будут называть главным палачом страны, сначала нажимает на тормоз. Почему? Из гуманизма? Совсем нет, из холодного расчета. Берия прекрасно понимал, если продолжать хватать всех подряд, очень скоро работать будет просто некому. Любая система имеет предел прочности. Даже система страха. Он резко сокращает работу знаменитых троек. Начинает пересматривать дела. Тысячи сотрудников НКВД сами оказываются под следствием за фабрикацию обвинений. Следователи, которые вчера отправляли людей под расстрел, сегодня сами садятся на скамью подсудимых. Представьте выражение их лиц. Это как если бы мясорубка внезапно решила перемолоть собственного механика. Историки позже назовут этот период Бериевской передышкой, и цифры действительно впечатляют. Количество смертных приговоров падает в разы. Сотни тысяч человек выходят на свободу. Многие впервые за долгое время понимают, кошмар, кажется, немного отступил. Но не спешите делать выводы. Важно понимать одну вещь. Берия не отменил репрессии. Он сделал их точечными. Если раньше система стреляла картечью по площади, то теперь начала пользоваться снайперской винтовкой. Логика была предельно циничной. Зачем уничтожать 1000 человек, если достаточно убрать 10? Берия вообще терпеть не мог бессмысленную работу, даже когда речь шла о репрессиях. Именно поэтому многие исследователи называют его не садистом, а прагматиком. Страшное определение, но очень точное. Он не получал удовольствия от насилия. Он просто считал его инструментом, таким же, как телефон или автомобиль,
или печатная машинка. Если инструмент помогает государству, значит он должен работать эффективно, без лишнего шума, без эмоций, без истерики. Именно этим он принципиально отличался от своего предшественника, Николая Ежова. Ежов больше напоминал человека, который размахивает топором в темной комнате. Берия предпочитал хирургический скальпель. Опаснее ли хирург без совести, чем человек с топором? Ответ оставим вам. Но именно после прихода Берии НКВД начинает работать уже не как обезумевшая толпа, а как огромная корпорация. Со своими инструкциями, отчетами, планированием, контролем. Звучит почти буднично, только цена ошибок в этой корпорации измерялась человеческими жизнями. И вот здесь проявляется еще одна удивительная черта Берии. Он обладал почти сверхъестественной работоспособностью. Современники вспоминали, что он мог работать по 18-20 часов подряд. Просматривал горы документов лично, помнил фамилии, цифры, даты. Мог спустя несколько месяцев спросить подчиненного, а что с тем делом из Смоленска? И тот понимал, забыть не получится, потому что начальник помнит все. Таких руководителей одновременно уважают и панически боятся. Но знаете, что особенно удивляет историков? При всей своей загруженности Берия находил время для вещей, которые совершенно не вяжутся с образом всесильного наркома. Например, он любил футбол. Да-да, тот самый Берия. Не просто болел с трибуны, он действительно играл. Еще в Тбилиси выходил на поле за местное «Динамо». Левый полузащитник. По воспоминаниям легендарного Николая Старостина, играл азартно, жестко, иногда даже слишком жестко. Впрочем, удивительно было бы увидеть Берию, который извиняется перед соперником за подкат. Это явно не его стиль. Но эта маленькая деталь неожиданно напоминает нам простую вещь. Даже самые страшные исторические фигуры не рождаются готовыми памятниками. Они тоже смотрят футбол, шутят, смеются, иногда играют с детьми. И именно поэтому история становится еще страшнее. Потому что зло далеко не всегда выглядит как зло из кино. Очень часто оно приходит в идеально выглаженном костюме, работает лучше всех, показывает отличные результаты и производит впечатление образцового государственного менеджера. Но настоящая проверка Берии была еще впереди. Совсем скоро начнется война. Такая война, которая изменит не только Советский Союз, но и весь мир. И именно в ней Берия из главы спецслужб неожиданно превратится в человека, которому доверят проект стоимостью в судьбу всей цивилизации. 22 июня 1941 года. Ровно в 4 утра привычный мир Советского Союза заканчивается. Начинается война. Та самая, которая за несколько лет перевернет судьбы миллионов людей и навсегда изменит карту мира. И вот здесь возникает интересный вопрос. Когда страна воюет, кто становится самым важным человеком после верховного главнокомандующего? Полководец? Нет. Министр? Тоже нет. Самыми ценными становятся люди, которые умеют организовать невозможное. Именно таким человеком неожиданно оказывается Берия. До войны большинство знало его как руководителя НКВД. Во время войны его роль становится куда шире. Фактически он превращается в кризисного менеджера Советского Союза. Если где-то рушится система, туда отправляют Берию. Не потому что его любят, а потому что знают, если кто-то и способен вытащить ситуацию, то именно он. Сталин вообще редко раздавал комплименты, но существовал простой критерий доверия. Если задача почти невыполнима, ее отдавали Берии. Он курирует эвакуацию предприятий, контролирует выпуск вооружения, следит за работой железных дорог, решает вопросы снабжения армии, занимается оборонной промышленностью и параллельно продолжает руководить огромным силовым аппаратом. Создается ощущение, что этот человек одновременно присутствует сразу в нескольких кабинетах. Современники шутили: если Берия появился у вас на заводе, либо предприятие скоро начнет работать как часы, либо кому-то очень скоро придется искать новую работу. В лучшем случае. Вообще, стиль его управления был предельно простым. Никаких длинных совещаний, никаких бесконечных обсуждений. Есть задача, есть срок, есть ответственный. Не выполнил — отвечай. Жестко? Очень. Но в условиях войны такая модель часто действительно работала. Именно поэтому Сталин доверяет ему все больше.
Особенно после 1942 года, когда становится понятно, война выигрывается не только на передовой. Она выигрывается в цехах, на железной дороге, в лабораториях, в конструкторских бюро. Проще говоря, солдат без винтовки не воюет, танк без топлива не едет, самолет без двигателя не взлетает. А все это кто-то должен организовать. Именно здесь Берия показывает свой главный талант. Он не был великим полководцем, не был выдающимся ученым, но он умел собрать рядом лучших специалистов и заставить их работать как единый механизм, причем зачастую в невозможных условиях. Иногда историки называют его дирижером огромного государственного оркестра. Правда, у этого оркестра была одна особенность. Музыканты прекрасно понимали, если сыграть фальшиво, второго концерта может уже не быть. И все же результаты были впечатляющими. Военное производство растет. Эвакуированные заводы снова начинают выпуск продукции. Оборонная промышленность работает практически без остановки. И именно тогда Сталин делает ход, который позже изменит всю мировую историю. Август 1945 года. Соединенные Штаты сбрасывают атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Для всего мира это шок, а для Кремля – настоящий сигнал тревоги. Представьте себе шахматную партию. Вы уверены, что играете на равных, и вдруг соперник достает фигуру, существование которой вы даже не подозревали. Именно так выглядело появление ядерного оружия. Теперь вопрос стоял уже не о политике, не об идеологии и даже не о победе. Вопрос звучал гораздо проще. Сможет ли Советский Союз вообще выжить в новом мире? Сталин понимал, если СССР не создаст собственную атомную бомбу, страна окажется в смертельно опасном положении. И тогда он принимает решение, которое многих удивило. Руководителем атомного проекта назначают не физика, не академика, не конструктора, а Лаврентия Берию. На первый взгляд кажется странным, как человек без специального образования может руководить самым сложным научным проектом XX века. Но Сталин рассуждал иначе. Ученые знают, как сделать бомбу. Берия знает, как сделать так, чтобы они ее сделали вовремя. И это были две совершенно разные задачи. С этого момента начинается еще одна глава его биографии, пожалуй, самая необычная. Перед советскими физиками буквально открываются все двери. Любое оборудование, любые материалы, любые специалисты, любые деньги. Если что-то нужно для проекта, это появляется. Причем очень быстро. Иногда кажется, что Берия получил чит-коды к государственной системе. Уран? Найдем. Редкое оборудование? Доставим. Нужны лучшие инженеры? Будут завтра. Требуется отдельный поезд? Получайте. Для ученых создаются условия, о которых многие другие отрасли могли только мечтать. Высокие зарплаты, хорошее снабжение, жилье, премии. Но одновременно действуют и крайне жесткие правила. Никакой самодеятельности, никаких задержек, никаких оправданий. Даже охоту и вождение автомобилей для ведущих специалистов ограничивали. Сегодня это звучит почти анекдотично, но логика была железной. Если ведущий физик разобьется по дороге на рыбалку, сроки проекта могут сдвинуться на месяцы, а значит, рискует вся страна. Забота, контроль или то и другое одновременно? Наверное, именно последнее. 29 августа 1949 года. На Семипалатинском полигоне происходит событие, которое окончательно меняет баланс сил в мире. Советский Союз успешно испытывает свою первую атомную бомбу. Всего 4 года назад многие западные эксперты были уверены, русским понадобится минимум 10, а то и 15 лет. Они ошиблись почти втрое. Именно после этого испытания начинается настоящая ядерная гонка. Мир становится другим. А Берия достигает вершины своей карьеры. Кажется, теперь он практически неприкосновенен. Но именно в этот момент история снова готовит для него ловушку. Потому что самая опасная угроза для человека, поднявшегося так высоко, приходит не извне. Она появляется рядом. За кремлевскими стенами, за длинным столом заседаний. Среди людей, которые каждый день улыбаются ему в лицо, а уже мысленно делят его власть. После войны кажется, что карьера Берии достигла своего потолка. Хотя, какой там потолок? Скорее, купола Кремля. Он курирует атомный проект, контролирует МВД.
знает практически все о высшем руководстве страны и пользуется доверием Сталина. Со стороны кажется, вот он человек, которого уже невозможно сдвинуть. Но именно в этот момент происходит самая опасная ошибка, которую совершают многие большие политики. Они начинают верить, что стали незаменимыми. А Сталин терпеть не мог незаменимых людей. Вообще. Если внимательно посмотреть на всю его карьеру, становится заметна интересная закономерность. Стоило кому-то слишком усилиться, как рядом тут же появлялся противовес. Сталин напоминал опытного дирижера, только вместо музыкальных инструментов у него были люди. Если одна скрипка начинала звучать слишком громко, он усиливал трубы. Если трубы выходили вперед, добавлял ударные. Никто не должен был играть сольную партию, особенно Берия. Именно поэтому в последние годы жизни Сталин начинает все чаще сталкивать своих ближайших соратников между собой. Берию, Маленкова, Хрущева, Молотова, Булганина. Со стороны это напоминало политический бильярд. Шар ударял по другому шару, тот летел в третий. И никто до конца не понимал, чей сейчас ход. Парадоксально, но именно эта постоянная конкуренция долгие годы удерживала систему от открытого переворота. Все были слишком заняты борьбой друг с другом, но постепенно правила начали меняться. Сталин старел, возраст уже невозможно было скрыть. Организм все чаще напоминал о себе. Гипертония, несколько инсультов, атеросклероз. Врачи буквально умоляли его снизить нагрузку, бросить курить, отдыхать. Но попробуйте убедить человека, который привык управлять шестой частью суши, что ему пора жить спокойнее. Однако произошло неожиданное. За несколько месяцев до смерти Сталин действительно бросает курить, причем резко, после десятилетий ежедневного курения. Почему? Долгое время историки считали, что наконец подействовали советы врачей. Но потом стали открываться архивы, и выяснилась куда более тревожная история. В Кремль начинают поступать доклады. Якобы группу ведущих советских врачей завербовали иностранные спецслужбы. Их задача – не лечить руководство страны, а медленно избавляться от него. Сегодня большинство исследователей считает эти обвинения сфабрикованными, но тогда Сталин поверил. Именно так появляется печально известное «дело врачей». Несколько известных медиков обвиняют в заговоре. Их называют убийцами, шпионами, предателями. Страна снова начинает жить в атмосфере страха. И здесь возникает вопрос. А где в этот момент находится Берия? Вот тут начинается настоящая политическая шахматная партия. Потому что Берия прекрасно понимает, если новый виток массовых репрессий действительно начнется, рано или поздно очередь дойдет и до него. Не сразу, но обязательно. Поэтому он выбирает очень осторожную тактику. Открыто Сталину не возражает. Это было бы самоубийством. Но и полностью поддерживать происходящее тоже не спешит. Он ставит руководить расследованием своего человека, фактически контролирует процесс изнутри, как будто заранее оставляет себе запасной выход. И это очень характерно для Берии. Он редко шел ва-банк. Он почти всегда готовил несколько сценариев одновременно, на случай, если первый перестанет работать. Пока в стране обсуждают врачей-вредителей, в Кремле происходит куда более серьезная борьба за наследство. Нет, Сталин еще жив. Но все уже понимают очевидное. Вечно это продолжаться не может. И впервые за долгие годы ближайшее окружение начинает задаваться вопросом, который раньше боялись произнести даже шепотом. А кто будет следующим? Вот здесь атмосфера становится почти детективной. Представьте длинный стол. За ним сидят люди, которые десятилетиями работали вместе, пили за одним столом, принимали важнейшие решения, улыбались друг другу. А теперь каждый мысленно примеряет на себя кресло первого человека страны. И каждый понимает, конкуренты сидят буквально на расстоянии вытянутой руки. Особенно опасным выглядел именно Берия. Почему? Потому что остальные обладали влиянием, а Берия обладал информацией. А это разные вещи. Он знал, кто и когда ошибался. Кто подписывал спорные документы, кто что говорил на закрытых совещаниях, кто кому был обязан карьерой. Проще говоря, если бы Кремль был огромным компьютером, Берия знал все пароли администратора.
Именно поэтому его боялись даже те, кто внешне продолжал улыбаться. Но история уже начала отсчет последних месяцев жизни Сталина и последних месяцев политической жизни самого Берии. До развязки оставалось совсем немного. Всего одна ночь, одна дача в Кунцево и одно решение, которое навсегда изменит историю Советского Союза. Конец 1952 года. В Кремле становится необычно тихо. Не потому, что исчезли интриги, наоборот, они просто перестали произноситься вслух. Все понимали, эпоха подходит к своему финалу. Сам Сталин все чаще уезжает на ближнюю дачу в Кунцево, реже проводит большие совещания, все меньше доверяет людям, все чаще остается один. Возраст брал свое, и, пожалуй, впервые за долгие годы даже ближайшее окружение почувствовало то, о чем раньше боялось думать. Вождь не вечен. Но вот парадокс. Пока вся страна считала Сталина всесильным, сам Сталин все сильнее боялся собственного окружения. Подозрения стали его постоянными спутниками. Он видел заговоры почти везде, иногда обоснованно, иногда нет. Граница между реальностью и подозрительностью постепенно стиралась. И именно в такой атмосфере начинается последний акт этой огромной исторической пьесы. В конце декабря к Сталину приезжает дочь, Светлана. Позже она вспоминала одну странную деталь. Отец выглядел другим, не грозным, не раздраженным, а каким-то усталым, даже постаревшим. Человеком, который слишком долго нес на плечах огромную страну. Он сидел молча, почти не шутил, медленно пил вино. И, как ни странно, был доволен тем, что, наконец, бросил курить. Мелочь? На первый взгляд, да. Но иногда именно такие мелочи потом становятся важными штрихами большой истории. Тем временем борьба вокруг него только усиливалась. В Кремле уже фактически сформировалась четверка людей, которые понимали. Именно им скоро предстоит решать судьбу страны. Маленков, Хрущев, Булганин и Берия. 4 человека. 4 разных характера. 4 разных представления о будущем СССР. И только одно кресло, которое по-настоящему имело значение. Но открыто говорить об этом никто не решался. Пока. Сталин, как и раньше, пытался удерживать равновесие. То усиливал одного, то ослаблял другого. Особенно доставалось Берии. В последние годы против него запускают так называемое Менгрельское дело. Кампанию против грузинских руководителей, считавшихся его людьми. По сути, это был очень прозрачный сигнал. «Я вижу, что ты усилился. И напоминаю, кто здесь хозяин». Берия понял намек, но ответил по-своему. Вместо открытого конфликта он начинает тихо проверять материалы, дела врачей. Фактически готовит почву для возможного пересмотра. То есть происходит невероятная вещь. Сталин еще жив. А его ближайшие соратники уже начинают осторожно исправлять решения, которые сам Сталин еще считает правильными. Это очень тревожный симптом для любой власти. А затем наступает день, вокруг которого до сих пор не утихают споры. 28 февраля 1953 года. Сталин, как обычно, принимает гостей на ближней даче. За столом все те же лица. Маленков, Хрущев, Булганин, Берия. Смотрят фильм, шутят, пьют вино. Разговор затягивается до глубокой ночи. Со стороны обычный кремлевский вечер. Но никто из присутствующих еще не знает, что это их последняя встреча со Сталиным, живым. Гости разъезжаются около 4 утра. Сталин остается один. Дальше начинается история, которая спустя 70 лет все еще вызывает жаркие споры. 1 марта вождь не выходит из комнаты. Для обычного человека это пустяк, но для охраны Сталина чрезвычайная ситуация. И все же никто не решается войти. Почему? Потому что существовало негласное правило – никогда не беспокоить хозяина без прямого приказа. Даже если кажется, что что-то случилось. Парадокс системы. Люди настолько боялись нарушить распоряжение, что предпочли ничего не делать. Часы идут. Полдень, вечер, тишина. Только поздно вечером один из охранников все-таки решается открыть дверь. Картина, которую он увидел, потом будут описывать десятки историков. Сталин лежал на полу, без сознания. Рядом перевернутый стакан. По одной из версий, он пытался налить себе минеральной воды и потерял сознание. И вот теперь начинается самый загадочный эпизод всей истории. Охрана срочно сообщает руководству.
Первыми приезжают Берия и Маленков. Дальше начинается то, что позже породит бесконечное количество версий и конспирологических теорий. По одним воспоминаниям, Берия сказал охране не поднимать панику, потому что Сталин просто спит. По другим, действительно решил, что состояние не выглядит смертельно опасным. Есть и третья версия. Берия уже понял, что произошло, но не хотел торопиться с вызовом врачей. Как было на самом деле? Точного ответа историки не дают до сих пор. Именно поэтому здесь важно отделять документы от предположений. Но один факт остается бесспорным. Врачей вызвали только спустя много часов. Около 16 часов были потеряны. Для человека с тяжелым инсультом это практически вечность. Позже Светлана Аллилуева напишет страшную фразу. «Мне казалось, что ему помогли умереть». Это не доказательство убийства, это личное восприятие дочери. Но именно такие слова и подпитывают споры уже многие десятилетия. К утру 2 марта диагноз становится очевиден – тяжелый инсульт, третий за последние годы. И пока лучшие врачи пытаются спасти Сталина, в Кремле начинается совсем другая операция, не медицинская, политическая. Потому что все понимают, даже если Сталин выживет, прежним он уже не будет. А значит, вопрос о власти перестал быть теорией. Он стал вопросом ближайших дней. И первым человеком, который понял это лучше остальных, оказался Лаврентий Берия. Именно в следующие 100 дней он попытается сделать то, на что не решался никто при живом Сталине – полностью перестроить Советский Союз. И именно с этого момента начинается его самая опасная игра. 5 марта 1953 года. В 21 час 50 минут сердце Сталина останавливается. Заканчивается эпоха длиной почти в 30 лет. Для миллионов людей это был день скорби, для миллионов других – день надежды. А для узкого круга людей в Кремле начался самый опасный политический марафон в их жизни. Теперь вопрос стоял не о том, кто станет следующим. Вопрос был другим – кто переживет ближайшие месяцы. Потому что история Советского Союза уже не раз доказывала, смена власти здесь редко проходила спокойно. Первые часы после смерти Сталина напоминают шахматную партию, где все фигуры одновременно начали двигаться. Пока страна готовилась к трауру, в кремлевских кабинетах решалась судьба государства. И неожиданно главным победителем первых часов становится именно Берия. Причем настолько быстро, что многие современники были поражены. Еще вчера он был одним из нескольких влиятельных руководителей. Сегодня он снова контролирует органы государственной безопасности, Министерство внутренних дел, огромный аппарат управления, и получает пост первого заместителя председателя Совета министров. Фактически, именно Берия становится самым влиятельным человеком страны. Некоторые историки даже называют его человеком номер один, пусть и ненадолго. Казалось бы, вот она, вершина. Можно спокойно закрепить власть и продолжить прежнюю политику. Но происходит совершенно неожиданное. Человек, которого десятилетиями связывали с жесткой системой, вдруг начинает проводить реформы, которых от него не ожидал никто. Причем буквально с первых дней. Он требует пересмотреть дело врачей. Арестованных медиков освобождают. Обвинения признают ложными. Следователей, которые фабриковали материалы, начинают проверять уже самих. Для страны это был настоящий шок. Еще вчера официальная пресса рассказывала о страшном заговоре. Сегодня оказывается, что никакого заговора не существовало. И это только начало. Через несколько недель объявляется крупнейшая амнистия за всю историю Советского Союза. На свободу выходят сотни тысяч человек. Да, важно уточнить. В первую очередь освобождали осужденных за менее тяжкие преступления, женщин с маленькими детьми, несовершеннолетних, пожилых и часть заключенных с небольшими сроками. Политических заключенных эта амнистия затронула значительно меньше. Но даже в таком виде масштаб оказался колоссальным. Представьте себе, лагеря, которые годами только пополнялись новыми людьми, вдруг начинают пустеть. Для многих семей это выглядело настоящим чудом. Казалось, лед наконец-то тронулся. Но Берия идет дальше. Именно здесь становится особенно интересно. Он предлагает резко ограничить полномочия органов безопасности, тех самых органов, которыми сам же долгие годы руководил. Звучит почти невероятно. Но документы подтверждают.
Берия действительно выступал против бесконтрольного вмешательства спецслужб в работу партийных и хозяйственных органов. Человек словно пытался разобрать механизм, который еще вчера сам обслуживал. Почему? Историки спорят до сих пор. Одни считают, что это было искреннее переосмысление, другие уверены. Он просто понимал, что прежняя модель больше не работает. Есть и третья версия, самая прагматичная. Берия хотел превратить Советский Союз в более эффективное государство, без постоянного страха, без массовых кампаний, без хаоса последних сталинских лет. И если посмотреть на некоторые его предложения, они действительно выглядели очень смело. Он говорил о расширении полномочий союзных республик, о снижении идеологического давления, о пересмотре национальной политики. Даже по немецкому вопросу его позиция звучала неожиданно. Берия допускал возможность объединения Германии. Да, нейтральный. Да, без вступления в военные блоки. Но сама мысль казалась почти революционной. Представьте реакцию партийной верхушки. Человек, которого вчера считали главным силовиком страны, сегодня предлагает реформы, которые многим кажутся опаснее любых репрессий. И вот здесь происходит перелом. Пока Берия меняет страну, его коллеги начинают понимать одну простую вещь. Если он продолжит в том же темпе, через несколько месяцев остановить его будет уже невозможно. Особенно нервничал Никита Хрущев. Позже он признавался, что влияние Берии казалось ему почти безграничным. И дело было не только в должностях. Берия обладал тем, чего не было у остальных – архивами, досье, компроматом. Он слишком много знал. А человек, который знает слишком много, всегда вызывает страх. Особенно среди тех, кому есть что скрывать. Именно тогда вокруг Хрущева начинает складываться союз. Постепенно к нему присоединяются Маленков, Молотов, Каганович, Булганин. Каждый из них понимал, по отдельности против Берии они слишком слабы, но вместе. Шансы появлялись. Представьте стаю волков. Поодиночке никто не рискнет напасть на медведя. Но если собраться вместе, исход уже не выглядит таким очевидным. Именно так выглядела политическая ситуация летом 1953 года. Берия еще не подозревал, что против него уже готовится операция, причем готовится людьми, которых он совсем недавно считал своими союзниками. Ирония судьбы была почти идеальной. Всю жизнь он мастерски раскрывал чужие заговоры, но главный заговор против самого себя так и не заметил, или заметил слишком поздно. Июнь 1953 года. Прошло чуть больше 3 месяцев после смерти Сталина, всего 100 с небольшим дней. Но за это время страна изменилась настолько, что многим партийным руководителям стало не по себе. Берия действовал с такой скоростью, словно прекрасно понимал одну простую вещь – времени у него почти нет. Он буквально работал на опережение. Один указ, потом второй, следом третий. Каждый день приносил новые решения. Со стороны могло показаться, что он пытается наверстать сразу несколько лет. Но чем быстрее менялась страна, тем быстрее рос страх среди его коллег. Парадоксально, но Берию начали бояться сильнее именно тогда, когда он перестал делать ставку исключительно на силу. Почему? Потому что репрессии были понятны, все знали правила игры. А реформы? Реформы ломали привычный порядок, а человек всегда сильнее всего боится неизвестности. Особенно если от этой неизвестности зависит его собственное кресло. Хрущев позже вспоминал, что все руководство буквально жило в ожидании следующего шага Берии. Что он сделает завтра? Какие полномочия еще заберет? Кого назначит? Какие архивы откроет? И главный вопрос – что именно он знает о каждом из них? Ведь за годы работы через руки Берии прошли тысячи секретных документов. Он знал слишком много. Кто писал доносы, кто подписывал смертные списки, кто менял свою позицию в зависимости от политической погоды, кто говорил одно на заседании и совсем другое дома. Власть можно отобрать, должность можно потерять, но память человека, который десятилетиями руководил органами безопасности, пугала куда сильнее. Именно тогда Хрущев принимает решение. Ждать больше нельзя. Если дать Берии еще несколько месяцев, он станет недосягаемым. Начинается подготовка операции. Причем настолько секретной, что о ней знает лишь узкий круг людей.
Даже многие министры ничего не подозревают. Заговорщики понимают, малейшая утечка информации, и они сами окажутся под арестом. Поэтому действует правило: чем меньше людей знают, тем больше шансов выжить. Но оставалась одна огромная проблема. Кто рискнет арестовать самого Берию? Человека, которого боялись генералы, министры, партийные руководители, даже сотрудники спецслужб. Ответ нашли неожиданный – военных. Причем самых авторитетных. К операции привлекают маршала Георгия Жукова. Да, того самого Жукова, которого еще совсем недавно сам Сталин держал на расстоянии, опасаясь его популярности. Теперь история делает очередной виток. Человек, выигравший крупнейшие сражения войны, должен принять участие еще в одной битве, только без фронта, без танков и почти без единого выстрела. Хотя никто не был уверен, что кровь все же не прольется. 26 июня 1953 года. Обычный день. Очередное заседание Президиума ЦК. Берия приходит, как всегда, спокойный, уверенный, ничего не выдает тревоги. Да из чего бы? Он уверен, что контролирует ситуацию. Доклады, обсуждения, рабочая атмосфера, и вдруг Хрущев неожиданно начинает говорить, но совсем не о повестке дня. Он обвиняет Берию в злоупотреблении властью, в стремлении захватить руководство страной, в антигосударственной деятельности. По воспоминаниям участников, на несколько секунд в комнате повисла такая тишина, что было слышно, как кто-то нервно перелистывает бумаги. Берия сначала даже решил, что это неудачная шутка. Потом посмотрел на коллег и понял. Шуток сегодня не будет. Он попытался возразить, попросил слова, обратился к Маленкову, к Булганину, к тем, кого еще недавно считал союзниками. Но никто не поддержал. Вообще никто. Это был тот самый момент, когда человек вдруг понимает, мост, по которому он шел, уже разобрали за его спиной. Именно тогда, по условному сигналу, в кабинет входят офицеры. Во главе маршал Жуков. По одной из самых известных версий он произносит короткую фразу: «Лаврентий Павлович, вы арестованы». Историки спорят, звучали ли именно эти слова, но смысл происходящего от этого не меняется. Человек, который долгие годы отдавал приказы об арестах, теперь сам слышит их в свой адрес. История словно замкнула круг. Есть воспоминания, что Берия пытался сохранять самообладание. Есть и другие свидетельства, будто он был настолько потрясен, что несколько секунд не мог произнести ни слова. Какая версия ближе к истине? Наверное, мы уже никогда не узнаем. Но одно очевидно. Такого поворота он не ожидал совсем. Самое удивительное произошло дальше. Никакого сопротивления со стороны МВД не последовало. Никаких перестрелок. Никаких попыток освободить своего руководителя. Машина, которую Берия строил десятилетиями, не двинулась с места. Почему? Возможно, потому что большинство ее винтиков уже успели получить новые приказы. А возможно, потому что система никогда не принадлежала одному человеку. Она принадлежала самой себе. И это, пожалуй, самый горький урок всей его жизни. Всю карьеру Берия считал, что управляет механизмом, а в итоге оказалось, что механизм все это время готовился пережить любого своего оператора. Но впереди оставался последний вопрос, самый спорный, самый политизированный и, пожалуй, самый загадочный. Что произошло с Берией после ареста? Дожил ли он до суда, или его судьба была решена уже в тот самый день? Именно вокруг этого вопроса до сих пор ломают копья историки. Казалось бы, после ареста все должно быть просто. Следствие, суд. Приговор. Но именно здесь начинается еще одна загадка. И продолжается она уже более 70 лет. По официальной версии, после ареста Берию поместили в специальный бункер штаба Московского военного округа. Следствие продолжалось несколько месяцев. Ему предъявили целый список обвинений: измена родине, попытка захвата власти, шпионаж, террористическая деятельность и целый ряд других преступлений. В декабре 1953 года состоялось закрытое судебное заседание. Без прессы, без независимых наблюдателей, без возможности публичной защиты. Приговор был заранее очевиден. Высшая мера наказания – расстрел. 23 декабря 1953 года, согласно официальным документам,
Приговор привели в исполнение. На этом, казалось бы, история должна закончиться. Но именно здесь появляются вопросы. Их очень много. Почему не сохранилось ни одной фотографии Берии после ареста? Почему судебный процесс проходил в такой секретности? Почему воспоминания участников во многом противоречат друг другу? И почему спустя десятилетия возникла версия, что Берию могли убить еще в день ареста, а последующее следствие лишь оформило уже принятое решение? Важно подчеркнуть, прямых доказательств этой версии нет. Большинство профессиональных историков придерживаются официальной версии о суде и расстреле в декабре 1953 года. Но сам факт существования таких споров показывает, насколько закрытой была советская система. Когда документов мало, а свидетели рассказывают разные истории, неизбежно рождаются легенды, и они продолжают жить до сих пор. После смерти Берии начинается еще один процесс, теперь уже политический. Его имя постепенно превращают в символ всего самого страшного, что было связано с эпохой сталинизма. Из учебников исчезают упоминания о его роли в атомном проекте. Почти не говорят о его участии в организации военной промышленности. Не вспоминают реформы весны 1953 года. На первый план выходит только одна сторона его биографии – репрессии, НКВД, страх. И нельзя сказать, что это несправедливо. За Берией действительно стоит огромная ответственность. Тысячи сломанных судеб, тысячи незаконных арестов, тысячи людей, которые уже никогда не вернулись домой. От этого никуда не уйти. Но есть и другая сторона. Без Берии, вероятно, советский атомный проект развивался бы гораздо медленнее. Без его организаторских способностей страна могла иначе пройти первые послевоенные годы. Без его реформ весны 1953 года, возможно, процесс отказа от наиболее жестких методов управления начался бы позже. История редко бывает удобной, она не любит простых ответов. Мы привыкли делить людей на героев и злодеев, на белое и черное. Но реальная история почти всегда написана серыми оттенками, иногда очень темными, иногда неожиданно светлыми. Именно поэтому фигура Берии до сих пор вызывает такие жаркие споры. Для одних он навсегда останется символом государственного террора, для других – одним из самых эффективных администраторов в истории Советского Союза. А правда, скорее всего, находится между этими крайностями. Можно одновременно признавать его выдающиеся управленческие способности и одновременно помнить, какой ценой зачастую достигались эти результаты. Одно не отменяет другого. И, пожалуй, именно в этом заключается главный урок этой истории. Государство, построенное исключительно на страхе, рано или поздно начинает бояться самого себя. Сначала люди боятся власти, потом власть начинает бояться собственного народа. Потом руководители начинают бояться друг друга. И в какой-то момент уже никто никому не доверяет. Именно так произошло в последние годы жизни Сталина. Именно в такой атмосфере жил Берия, и именно эта система в конце концов уничтожила человека, который десятилетиями помогал ей работать. Есть старая метафора. Представьте огромную мельницу. Пока вы стоите рядом и вращаете ее жернова, кажется, что все под контролем. Но стоит оступиться хотя бы на один шаг, и мельница перемалывает уже вас. Берия слишком поздно понял, что сам оказался внутри механизма, который долгие годы считал своим главным инструментом. В начале нашего рассказа мы говорили о кладбище на горе Мтацминда, о могиле матери Сталина, и о человеке, который организовал ее похороны, пока сам Сталин не решился покинуть Москву. Тогда Берия находился на вершине доверия. Казалось, впереди у него только новые победы. Но история распорядилась иначе. Через 16 лет рядом со Сталиным уже не осталось почти никого из его ближайшего окружения. Одни были расстреляны, другие умерли. Третьи сами отправили бывших соратников под суд. Так закончилась эпоха людей, которые десятилетиями определяли судьбу огромной страны. И, пожалуй, главный вопрос после всей этой истории звучит уже не так, кем был Лаврентий Берия. Гораздо важнее спросить другое. Может ли человек, участвовавший в создании жестокой системы, однажды изменить ее? И если может, почему чаще всего сама система не позволяет ему этого сделать? Ответ на этот вопрос каждый, наверное, найдет сам.